Всем привет. И мы продолжаем, в общем, проходить Kingdom Come. Убили мы, значит, того дятла, который у нас меч стырил. Непонятно, ну, убили его мы, конечно. Я его убил, конечно, не таким способом, каким от меня хотела игра, но это сойдет. Потому что, как бы, так тупо отбивать атаки, как он, по-моему, это нелегально. Вот. Значит, я вернулся, да, туда, назад. Трупов там, к сожалению, уже не было. Ну, или к счастью, потому что я бы и так слишком богатый стал. Что-то он не похож на стражника. Вот, но я там нашел, там в некоторых местах остался лут, который они выкинули из себя, то есть мечи всякие, да, там еще какая-то фигня. То есть я напродавал, в общем, у меня с собой сейчас косарь почти. И еще в сундуке 3500. Так что, в принципе, у меня с деньгами все в порядке. Вот, единственное, что сейчас хотел, сейчас пойдем дальше тогда. Бежать мне сюда пришлось через целый, практически через все, потому что я был загружен, лошадь у меня тоже была загружена, и типа быстрое перемещение я не мог использовать. Я просто отсюда бежал до сюда, и во всех городах, которых я встречал, продавал потихоньку. Ну, в итоге продался только тут. Потому что торговцы тут самые богатые. Ну, теперь и мы богатые. Так, я хотел немного залатать свои доспехи. Да, кстати, по пути, когда я шел сюда, мне опять встретился тот воин, который... это как он? Типа... Блять. Забыл. Ну, типа... Трус, короче, который боится всего. Вот там в начале, где-то в первых сериях он был. Вот, и в общем получилось так, что я его одолел. И как бы... Не, он живой-то живой, просто там произошла такая фигня, что я хотел его обокрасть, он это заметил, побежал куда-то. Потом резко остановился, я его оглушил, короче, раздел и оставил лежать на дороге. Ну, в итоге зато я имею полный костюм для боев, то есть теперь у меня вон на лошади какие есть. Прям все классненько. Уже даже... вон оно что, я понял. Оно, походу, после перезагрузки или, типа, день надо подождать. Они потому что ворованные были. Что у меня тут прям целый, этот костюм такой есть. Меч себе купил, кстати. Купил себе хороший меч. Такой же мне прям нравятся колющие атаки. Не знаю, почему прям нормально. Их вот тоже взял. Он, правда, не это короткий меч, а длинный, поэтому, скорее всего, менее такие атаки быстрые будут. И как бы получается еще щит я тоже поменял, там нашел. Вот. У меня там еще заначка есть. Да что, офигели, что ли? Еще заначку там оставил, потому что, в принципе, я уже не мог просто с собой вещи брать. И как бы... Как бы вот так. Уж, может быть, потом как-нибудь туда еще схожу. Так, ребятушки. Тут у меня репутация уже почти 100. Получается, у горожан и у этих стражников на 100. Так, не, мне поторговать не надо. Где я здесь видел, у тебя починить можно? Вот, портной. У меня просто я латный, это все, ну, железки я все починил, а вот кожу нет. Я бы был не против, если бы он мне сейчас залатал их.
God be I'm with glad you, to see you. Henry. Давай-ка ты мне починишь. О, да, как раз они мне и нужны. Все. Теперь я должен быть фуловый, да? Сука, сапоги-то мне что не починил, а? Ладно, хер с тобой. А, кстати, подожди, лошадь. Блин, я в доме оставил. Я еще спанские сапоги нашел. Типа, они намного... Ну, типа, у них какие-то тут бафы есть. Шуму или что-то того. Хотел одеть, забыл про них. Ну ладно. Погнали по заданию. Что у нас там нам скажут. И интересного. Ну, бойня была, кстати, знатная. Было клево. Текс. Это мыло. Это всеми любимое мыло. Как без него. Так, кстати, что-то там Матей или Матей. Я его видел, когда шел. Он что-то лежал просто и лежал. Типа он... Я не знаю, может, забаговал, что-то какая-то фигня. Может, там типа его кто убил или что, сейчас узнаем. Я просто мимо пробегал. Он же конюшни владеет. Я хотел купить у него. That comes as no surprise. What has happened? The men reported 2 more attacks today. Ah, Henry. I'm glad you're here. It seems like we'll have another task for you. Come and join us. My lord, Greetings, lad. the bandits raided a few remote hamlets, but that's the least of our worries. They also attacked Merhoyed, and that's a much more serious matter. Merhoyed? Matthias is working there. They attacked right after the battle in Prebislevitz. Bastards are probably trying to prove they're still strong. But there's a silver lining. Villagers held them off, and they even took one captive. He's wounded, but we can still interrogate him. Your Graces, I hope I'm not intruding. On the contrary, Master Tobias. Unlike Bernard, you are the bearer of good tidings. Or so I gather from the coin you carry. Tell me, how many groschen did we find in Prebislevitz? My lord, I'm sorry, but my news is no better than Captain Bernard's. These coins are very good. That is to say, well-made facsimiles, as we call them. What? I don't give a fuck what you call them. I want to know what they're fucking worth. That's just it, sir. They're worth nothing. Are you saying what I think you're saying, Master Tobias? This here Is just a pile of copper. Kurva! Fuck! Plated with silver, so it's still of some... worth. Kurva! Fuck! Is it a lot of work to make such counterfeits, Master Tobias? I should say so, sir. Highly demanding work. Especially to make such plausible forgeries. They would need a well-hidden foundry, several craftsmen, and a source of material. But they could just be brought in from somewhere else, could they not? Well, they could, but then again, the silver mines are nearby, and these groschen seem freshly minted, so... So we are facing a foe who has almost limitless sources of coin. That's all we need. Dopredel. Well, gentlemen, it's clear what we have to do. Interrogate that captive bandit, find out their numbers, and promptly cut off their supply of money. Otherwise, they'll soon have another encampment. If they haven't already. I doubt it, sir. Merhoyed wouldn't have been able to hold them off if they did. Well, lad, I said we'd have work for you, but it never crossed my mind there would be this much. You've already proved your worth as an investigator, so I'm putting my faith in you again. Go to Merhoyed and question that captive. Find out where those brigands are hiding, how many there are, and what they're planning. And while you're at it, see if you can find some clues as to where this counterfeit coin is coming from. Very well, sir. Good luck. We're counting on you. All of us. Come report to me as soon as you know anything. I'll be at the lookout point near Talmberg.
Да, нехило так. Если у них там фальшивые монеты, они могут все прям все, что хочешь, накупить на них. Так, ладно. Сивку мою не трогай, слышишь ты? Так, ну... Ну да, я говорю, он что-то баганул, походу, у меня челик, потому что... Блин, я хочу сюда. Вот сюда хочу. Да, спасибо. Потому что я когда приезжал мимо, я хотел взять себе коня, ну, поглядеть, или хотя бы на этого налепить что-нибудь, потому что хотелось бы, чтобы он немножечко побольше смог таскать на себе. И типа, я забегаю туда, он просто лежит, типа, такой у него как бы даже не то, что он спит, да, потому что, типа, здесь люди как спят, они там что-то ворочаются, да, что-то сопят, а это просто как будто мертвый, да, но как бы спит. Типа, его можно было обокрасть, ну, как бы не облутать, а именно обокрасть, то есть, как бы он живой считался, но он лежит, как бы, и лежит. Возможно, это просто, типа, скрипт сработал, что, как, по идее, то его уже не должно быть там. Вот. А я еще думал, что за фигня, здесь это дымится, да, все, здесь коровы какие-то там, живность какая-то дымится. Какая-то дичь, в общем. Там лошади какие-то. Я думаю, что за фигня, куда я попал-то? Вот он здесь лежал. А, ну вот он лежит. Поговорить. Hal? You're a sight for sore eyes. What are you doing here? It's good to see you too, Matthias. Sir Radzig sent me here to investigate the raid. Sir Radzig? Looks like you've come up in the world, mate. You're here as his envoy? Something like that. But that's not important right now. Well, I'm glad to see you have a job. Lots of our old neighbors have been reduced to begging. If I were in your shoes, I'd get the hell out of here. There's some disease spreading. Disease? Folk are saying it's the plague. Whatever it is, it's bad. It started the day after the raid. First the horses got sick, then other animals, and now people are falling ill too. Oh, damn! Are you alright? Well, at least I haven't caught the sickness. But you've been hurt. It happened during the raid. One of those damn bandits fell on me, horse and all. My arm's badly broken, but better than a broken neck. Tell me about the raid. What do you want to know? I hear one of the raiders was taken captive. I'd like to question him. Aye, old Melachar let him have it over the head with a flail, and now he's locked up in the barn. But be careful. Why's that? That fucker killed young Straw, and his old man's sharpening his sickle for him. Melachar still hasn't decided what to do with him. А, это в смысле, это не тот ли челик, который мы мимо пробегали там в этой, на мельнице, что ли, на какой-то? По-моему, то он как раз. Но я это задание мог выполнить уже до этого. Честно, что было, если бы я его до этого выполнил. I understand old Straw wants revenge, but first I have to question that bandit. What happens after is no skin off my nose. Good luck, then. Can you describe the raiders? I don't know. They came at dusk, so you couldn't see their faces. About 20 of them. They weren't humans, though. They spoke Czech. You talked to them? No. They were shouting at us. They were very sure of themselves to begin with, but when we hit them in the woods, they didn't look so brave. I know you've got courage enough for any man, but how did a bunch of untrained villagers manage to hold off armed bandits? One of the village lads caught sight of them coming through the woods and told Melachar, who roused the whole village, and everyone grabbed what they could. Pitchforks, axes, flails, and we went out to face them. What? You mounted an assault against them? Aye, and that was the key. It was the last thing those whoresons expected. A few of them still managed to break through to the village, probably wanted to torch it. But even the women here were armed with what they could find, and they took the bastards by surprise. Это неплохо, кстати, в натуре.
About this sickness. When did this plague start? The day after the raid. The horses were lying down in the stable, so we knew something was up. By afternoon, they were all dead. Then other animals started getting sick, one after the other, and then people. What are the signs that someone's getting sick? I don't leave the house much, but folk complain of fever and shakes. Some are throwing their guts up, and others are spewing from the other end. Has anyone died from it? Aye, old Verba. Although he was already on his last legs, so no one knows for sure if it was the plague that got him. Either way, the animals are dropping like flies, and people will end up the same for sure. Who's ill now? I don't know. What with my arm the way it is, I don't go outdoors much. But I know Melachar and Straw have sick ones at home. Can I ask you a bit about Merhoyed? I haven't been here long enough to learn much, but ask away. Where can I find this Straw? When you take the main gate out of the stables, you'll see 2 cottages outside. Straw lives in the right-hand one. Where does Melachar live? When you take the main gate out of the stables, you'll see 2 cottages outside. Melachar lives in the left-hand one. Удобненько. Нормально. Ладно. В принципе, все тогда. Очко умений. Спасибо. Так, что можем? Можем без еды. Это... Увеличить радость... Так, подожди. Грубиян. Вы предпочитаете грубую силу хорошим манерам. Так, это я помню. Кен красивый, ловкач. Плащ и кинжалы. Предпочитаете держаться в тени. У вас плюс 2 к заметности, но -1 к силе и красноречию. Ученые. Ваш уровень чтения вырастет на 3, но сила доведения боя получит по -1. Местный герой. Если у вас хорошая репутация в данном месте, вы также получите здесь плюс 1 единиц к силе, красноречию, ловкости и живучести. В то же время ваша репутация ухудшается гораздо быстрее, чем у обычного человека. А штраф за время, проведенное в тюрьме, действует дольше. В принципе, неплохо. Первая помощь 3. Повязки становятся эффективнее на 50%. С точки зрения древнего паренька вы практически хирург. Умение открывает самые сложные функции в диалогах, связанные с лечением. Неплохо. Если у вас плохая репутация в данном месте, вы также получаете... нет, это мне не надо. Ну, давай вот это. Да. В принципе, диалоги это неплохо, все равно мы на красноречие больше работаем, так что... Если что-то пойдет, я думаю, так оно и пойдет. И якобы... Так... Положение это... Проси пленника... нет, оно здесь. А это я где-то... Получается... Где же я был-то? У меня еще задание было вот сюда, по-моему, идти. Точка интереса. Я не помню точно. В общем, это... Надо было переводчика. Да я даже сейчас гляну. Вот, трудности перевода. Найти переводчика. С мельницы из Будина поймал полоску... разведчик, я понял. Надо сейчас будет выполнить это задание, потому что интересно. Ладно, погнали. Это у нехило так отбили атаку. Прям красавцы. Красавцы. Тормози, дядь, тормози. Are you Melachar? Aye, that's me. I need to speak with the prisoner. And why is that? Who might you be? Henry, envoy of Sir Radzig Kobyla. I'm here to investigate the attack. I'm sorry. I have other things on my mind right now. In case you hadn't noticed, we have pestilence raging here.
And Sir Radzig won't help us with that, any more than he helped us when we were attacked. No one could have known what would happen. If Sir Radzig hadn't pissed off into the woods and stayed in the camp, they would never have dared attack us. If Sir Radzig hadn't gone into the woods, he'd have left so many to attack here that you'd never have fought them off. It makes no odds now. We've a different problem to deal with. If there's anything I can do, just tell me. There's a stable hand living with us here, Matthias. Yes, I know him. And he knows some girl who helps out in the monastery infirmary. Johanka, I think her name is. She might know someone to turn to, if she's actually there. Very well. I'll go to the monastery. It's probably our best hope. Thank you. At least for taking the trouble. But then, even if you cared nothing for us, the prisoner's got the pestilence too. He'll die without help. If I have to go to the monastery, I need to know as much as possible about the disease. I'll definitely need to know its symptoms. They're bound to ask me that. It's hard to say. My wife is feverish. Others have the chills. I heard some are throwing up. Others still are breaking out in sores. But why don't you see for yourself? People talk a lot and I don't know what to believe anymore. Very well. I'll make the rounds. I've daubed lime on the afflicted houses. But don't stay too long in those homes. That I can promise you. Так. С, что за болезнь? Допроси пленника. А где тут дома-то, здесь что ли? Где дома-то тут, блядь? У вас тут домов-то нет, одни сараи. Ну вот, да, есть. Jesus, lad, what are you doing here? Can't you see the plague cross on the door? I'm here because of it. The monastery sent me to help. God bless you, boy. It's about time. I need to know exactly what you're suffering from. Oh, I see. Well, I have a dreadful fever. My wife, too. I recall almost nothing of yesterday. I was raving for most of it. I've had enough. Is there anything else? Apart from the fever? Well, forgive me for saying so. The shit just pours out of me. I can't keep anything in. I'm completely worn out. My wife's the same. You have my thanks. I'll try to bring help. I've had enough. Wait a minute, will you? I have one favor to ask. So tell me. I need to write my will. Can you write? I might manage that. Oh, the agony. Excellent. So get writing. Yes? I, Vincent, son of Vincent, grandson of Vincent of Merhoyed, do bequeath my estate and all my worldly goods to my wife Wilma. If my wife were to pass away with me, I bequeath all to my cousin Dobesh, at this time the cobbler in Janovitz. In no event shall my prodigal son Elia, the layabout and good-for-nothing, inherit a single groschen, all customs and traditions aside. Punished? Should I write that too? What? Yes, and then write, the executor of my last will is to be my good friend, Father Fabian, presently the parish priest at the Church of St. Martin in Sasso. Фабиан, это не то, с кем мы бухали там. This will was written down by. What is your name? Henry. Presently in fealty to Sir Radzig Kobyla. Well, I never. That will add some weight. Here, take my ring, so Fabian will know it to be truly from me. You can never be sure nowadays. Lord, please end this.
Please, no more suffering. Where can I find Father Fabian? Well, where do you think? All right. Так, Yes. ладно, сейчас это Go пойду. now. Go before you catch the disease. Then where will we be? Так, ну еще с этим, я понял. Все, побежали отсюда. А ты? Все. Так. Значит... Они не помнят нифига. Они гадят. Очень сильно. Прям зашквар как сильно, да. И чё у них там? И холодно, что ли? Или жар? Не помню. Ладно. Так, этот дом есть, но у меня все еще задание горит, поэтому, наверное, это еще не все. Ага, вот тоже дом есть, да? Крестьянка. What happened here? Horror of horrors, Master. We were attacked by some bandits, and then the plague broke out. Jesus Christ. That's right. The Almighty has sent this punishment on us. And the disease? Tell me something about it. I don't want to tempt fate by talking about it. Makes me shudder to think of it. There's not much to tell anyway. It hit us just after that rabble left. First the horses died, then livestock, and now it's people. Like Melikar's wife. Poor thing. Thank you. That's all. У меня, знаешь, какое ощущение есть? Что просто те... Не ругайся тут. Что просто те, как бы, бандюги, да, которые убежали, они просто им какую-нибудь... Здесь есть? И речка, к примеру, нет? Да. Ладно. Просто, может быть, они откуда-то там колодец какой-нибудь общий, не знаю, или что, может, воду просто отравили, как бы, и дела с концами. Поэтому у них тут все это самое. Не, ну как-то же это должно объясняться, что... What? Have you come for my wife? You're out of luck. I'm old Straw, don't you know? Straw! You've taken my son. But you shan't take my wife. You bastard. Что, даун, что ли? I've come to help your wife. To help her over to the other side. Isn't that God's own truth? I'm sorry that they killed your son. I truly am sorry. But if you don't want that disease to take your wife, you'll let me see her right away. I can help her. I don't want her taken, no. There. You see? What? Are you a quack? Something like that. Then go to it. Go! Тут, блядь, никого нет. Я понял. Fever. Just like Melichar's wife. Fever. Just like Melichar's wife. Но мы, блядь, конечно, узнали много, да. Ты мне что-нибудь расскажешь? Ну, в общем, общие признаки у них жар. С миссией МВВ, ты шо? Я все понял. Так, ладно. Что у нас тут еще есть кто? Это дом или не дом? Я вот не понимаю, честно. Так, здесь вот нет креста. Давай, ну вот колодец, да, вот прям вот туда бутылочку скинули с какой-нибудь отравы и готово. Может, туда противоядие кинуть? Бедришка. А, он мертвый, что ли? Постой, да я тут был, по-моему, не? Ладно. Who are you? Can't you see we have the plague cross on the door?
My name is Henry. I'm going to the monastery to get help. It's long past time. The Lord's already taken my poor Anthony. And what do you want from me? I need to know how the illness afflicted your husband. Yes, I'll tell you everything. But first help me bury my husband. I'm too weak. And Melikar said the dead should be buried at once. Of course I'll help you. Thank you. We have to bury him at the back of the house. There's a lovely linden tree there. I understand. I'll dig the grave there. Thank you. When you're ready, come back. I'll say goodbye for now. Вообще, я там заметил один вариант, типа, что не хочу как бы прикасаться, да, к чумным трупам. Ну, блин. Она тут уже вырыта, ё. Хорошо, лопату взял. Ничего себе. Это лифт? Ты погляди, мы лифт выкопали. Все, блядь, сам закопался. Честно, вот не хочу. Ну ладно. У нас все-таки главный герой, он не умеет умирать. Да? Тут топлю его. Вообще, если это в натуре чума, то его бы кремировать. Will you please tell me about his illness? Certainly. My husband had the fever all over. Anything else? Ну, жар, это понятно. He had great pains in his belly. He said it felt like it'd been stuffed with rocks. He was writhing all night through. It must have hurt terribly. Thank you. Мне, по-моему, уже никто очень ничего нового не скажет. Жар и живот, и все. И вот все, что они мне говорят. Ну еще челики сказали, что они там что-то забыли. Что они не помнят ни хрена. Ну, блин, это все такое. У вас все, что ли, заразились, ё-моё. Короче, если ты мне говоришь, что это жар и живот, я ухожу. Brother, dearest brother, is that you? Да, это я. По-любому. Yes, it's me, your brother. Everyone is nearly here. We need to get to Skalitz for the fair. Поехали. Tell me, brother, how are you feeling? Wait, you're not my brother? You're one of those brutes. Brother, lock the door. They're back again. Please, God, no. Brother, don't you recognize me? It's me. I'm your brother. I was gone for a long time. I've come back home for Advent, remember? Yes, yes, I remember. Give me a drink of water, brother. I'm thirsty, terribly thirsty. I feel like I'm burning in hell. I can drink a pitcher of water and right away I'm parched again. Except the white horse and my chestnut one. Это не задание, ты просто, типа, я понял. Ну жар, ну да, ну, типа, как новое, все. У нас, кстати, задание отменилось, что, типа, это последний был. Ну, пошел он в жопу, потому что капесники. Надо эту метку убрать, да. Все, погнали, значит, это здесь, да? Ну, поехали так.
Текс, погнали. Ну ё-моё, ну что ты будешь делать-то, а? Так, я сюда, да. А, типа это лечебница ихняя, я понял. Ну замок такой, как будто прям, я не знаю, невыкупаемый. Баллисты вон там вверху, смотрю, стоят. Jesus, another one. Just for a while, he says. To help your neighbors, he says. It's been weeks. Johanka? Henry? I'm glad to see you. Me too. I heard that you're doing well. Not right now. Matthias sent me. Matthias? My god, did something happen? Another one that's going to be taking food out of our mouths. What's happening here? Oh my god. What is Philip and here? They're all... Yes. I hope they leave soon. Where do you think the wounded ended up? Actually, I had no idea. Well, now you know. Me and Nicodemus have been trying to keep things under control since Skalitz was raised. Just the two Just of my us. luck to get stuck here with all the cripples. Meanwhile, Thomas and Pavel are probably Can I playing help at dice all? up on the battlements. Certainly. We can always use an extra pair of hands here. And it's been like that since the beginning. I was in a bad way myself back then. They took me to Ratai unconscious, and I needed a healer. How is everyone holding up? What can I do? Holding up? People here are dying, usually needlessly, and I can't do anything about it. We don't have enough food or space or anyone who's willing to help us. Doesn't anyone help you with nursing these people? You've got scholars all around you. Scholars, maybe, but they leave the healing up to God. Nicodemus is trying, but everything he knows is from his books. Can I have a look at them myself? I know a little about healing. Do you now? And what would you do if you burnt yourself at the forge? First, you have to cool it down with water. Marigold ointment helps, and it's better if you don't bind it and let it breathe. You do know what you're talking about. Looks like blacksmiths know О, about кстати, more вот than just вовремя pulling я его. teeth. Pulling teeth? Nothing to it. As long as you don't squeeze the pincers too hard and crush them. Well, go and see if anyone needs anything. Just don't go pulling anyone's teeth. Блин, а я так хотел. All right, that's all I Ладно, need to know. пойдем посмотрим. Look, Henry, I know I can speak harshly, but I'm at the end of my tether. Last week Bohuslav died. Maybe you knew him. And nobody even blinked an eye. We desperately need help. I'll do whatever's in my power. I don't know if you've heard about it, but Merhoyed was attacked. Oh, God! How is Matthias? Wounded in the arm. He's being brave about it, but his injury looks bad. I need to see him. Before you go, there's something else. What? Some kind of disease has taken hold in Merhoyed. Their livestock has died off, and now the people are coming down with it too. I thought maybe someone here might know what to do. Merciful heavens. How awful. It's a good thing you've come here. If there's any hope, this is the place to find it. You need Brother Nicodemus, the monastery physician. He may know how to deal with it. Very well, I'll try to find him. Come back when you know more. Thank you, Johanka. Так, ну давай поглядим, что здесь с этими больными. Everything here is fine. I'm not needed here. Нормально еще. По-моему, я топовый врач.
Ну, этому уже не поможешь. Ну, я понял, да. Ух ты, мать вашу, сколько He'll be вас able to get out of this on his own. Greetings, Henry. Ой, блядь. He'll be able to get out of this on his own. Everything here is fine. What? You look all right. Mostly, but my leg still hurts. I'm glad you Did stopped the humans by. wound you? That's what I tell the ladies. Truth is, I did myself a mischief while I was running away. And do they rebandage it for you? Occasionally. They told me they don't have enough bandages. Well, that's no use. Those bandages need changing. I'll get some. У меня есть повязки. Есть повязки. Да, блядь, есть повязки. Где? Ах ты. Нет What повязки. is it? These wounds have been well taken care of. What the hell are you doing? Good health to you, Everything Henry. here is fine. He's not reacting. But all I can see that's wrong with him is his leg. I have to ask Johanka. These wounds have been well taken care of. Philip, from Skalitz. I don't see any wounds, but he's shaking terribly. Christ above! I can't get a wink of sleep. What are you making such a fuss about? A fuss? Because of my leg, I have to stay here for at least another week. Hurts like fuck. And with everyone else moaning and groaning all night, I can't get any sleep. Maybe I can Ну, make там you на something to заднем help you фоне sleep. кто-то кого-то Oh, for шкрябает. God's sake, do it quickly. Что ты делаешь ты, господи? Так. Йоханка, ты где? Что происходит? Что эти звуки издает? Мать твою, ты что творишь? А, ты... Фу. А где? Подожди, я не понимаю. Куда это свалил-то? Йоханка, которая... Буханка. Где она? Что ты делаешь-то? Только что за звуки у вас что происходит-то, алло? Ладно. Хорош уже, ну. You're the one who's in charge of the wounded. Yes, I'm the infirmarius here. Time was I only had a few elderly monks who couldn't walk to take care of. Now I have this mess to deal with. Monks so old they can't hold themselves up with their own legs. Oh, if that were the only bodily function they could control. But I shouldn't talk like that. It's a blessing to live to such an age. How are the wounded from Skalitz? Some of them are well taken care of. But others are dying here needlessly. It's a good thing we have Johanka here. I'd never be able to manage on my own. How can I help you? Have you talked to Johanka? I did. Well, if you know something about it, then go and take a look. However, you don't look like you've studied the Hippocratic arts. That's Все true. нормально, я уже все I'm the знаю. son of a blacksmith. But I have been around the wounded before. What do I do if I'm not sure of the treatment? Come and speak to me. We'll see what we can do. Thank you. What happened to Philip? Philip? He's unconscious. He's shivering and he has a fever. Ah, I didn't know that. When he first came here, he was fine. No wounds on him. He was escorting the others. Then he got worse and worse until he lost consciousness entirely. Ask Johanka. Maybe she'll know more.
How about some potion to induce heavy sleep? Certainly. The old reliable. Reliable? Some of the brothers like a good sleep. And sometimes that's the only way to get one. I'll show you how. Thanks. Some kind of disease has taken hold in Merhoyed. Johanka said that you might be able to advise. A disease, you say? How intriguing. Yes, it's very interesting, but can you help these people? I can't say at this point. I need to find out a little more. Tell me, has the whole village come down with it? No, I mean, not yet. Several households have, around half the village. Merhoyed? Isn't there a stud farm there? And what of the animals? Did they get infected too? Yes, there's a stud farm. And they've all died off. The horses, the cattle, chickens, and now it's got to the people. That is most intriguing. What are we to do about it? Do you know the symptoms? Yes, more or less. Excellent. I have several extensive volumes here in the library. Describe the epidemic, including the symptoms, and we could take some guidance there. Can you read? Yes, I can. Excellent. So follow me to the scriptorium. А, у вас тут можно повязки найти? Ну давай. Раз так. Главное, чтобы я их не стырил. Так. Заняться алхимией. Алхимией не хочу. Подожди, куда ты делся? Стой. Куда ты делся? Стой, сказал. Блин. Все, обман. Не, обманул какой-то лысый. Куда надо-то? Где ты? А, ты... Ох ты. Так. Так, ладно. Подожди, человек. Я хочу почитать. Ты сказал, пойдем читать. Вот оно. Вот оно. Известно, что тело человека вмещает 4 гумора. Кровь, желудочную желчь, черную желчь и флегму. Если они соразмерны, человек здоров и бодр. Однако при избытке одного из гуморов он застаивается в теле, нарушает его равновесие и приводит к хворям или даже смерти. Избыток слизи, к примеру, может также привести к дитрофии тела, стремится избавиться от слизи путем кашля, порой судорожного и резкого. Горло и рот покрываются язвами и болячками, что тревожит больных. Но это не то. Чума вызывает колебания черной желчи, самым различным. Среди ее лихорадка с жаром, часто сопровождающая судорожным кашлем, а порой и поносом. Когда тело старается избавиться от переизбытка черной желчи, она также невыносимой жаждой. И спустя несколько дней на теле возникает язва на шее, под нижней челюстью. Так. Тошнота, напротив, является редкой. То есть нет, он там челика тошнило вроде как.
Подожди, хотя... Желтый жир может привести к дизентерии, симптомы, которые различны. Чаще всего это мучительный обильный понос. Тошнота же, напротив, является весьма редко. Больного также мучит ужасная жажда, кишечные колики и лихорадка. Дизентерия передается от человека к человеку. Однако животные ей не болеют, так что, видишь, животные лишь там все сдохли. Однако есть и иные состояния, при которых внутренние гуморы приводят в беспорядок, а кровь ослабевает. Одно из таких состояний — отравление. Вот насчет отравления я как раз и думал. Возможно, это и есть отравление. Вот, кстати, неплохо отравление. Так, отравление. Проверяешь через лихорадку и забытие. Они ж, помнишь, что забыли. Болезненные желудочные судороги, понос и страшную жажду. Если человек отравлен испарениями, к примеру, в шахте, возле болот или в иных схожих местах и рядом с его ртом и носом, часто появляется сыпь. Однако она не возникает, если яд оказался в еде или питье. Отрава. Я так и знал. Так и знал. Отношение на миссию появляется в том, что не испускают дикий пыл. Это отрава. Это не чума, это отрава. Где ты, дядька? Там же они же сказали, что типа некоторые зашли туда, и они отравили их, типа. And what do you make of it? Ах ты мудак. Отравление воздуха, отравление воды. Ну, там рядом нет болот. Да как они воздух отравились? Это отравление воды. It's poisoning from tainted water. Really? That sounds rather unlikely. But if Master Johann of St. Paul's says so, who am I to contradict him? We shall have to prepare some medicine at once. I could help with that. Really? Yes. I know my way around the alchemistic arts. An ordinary fellow who knows the arts of physic? Who would have thought it? Excellent. I'll give you the recipe, and you have my permission to make use of the monastery laboratory. I'll get started right away. I, meanwhile, shall head straight to, where was it again? Merhoyed. Oh, yes, Merhoyed. I'll take Johanka with me. She has no equal in caring for the sick. Once you have the medication ready, hurry after me. Thank you, Brother Nicodemus. There's one man there who needs your care more urgently than anyone. He's an important witness in the investigation of some murders. Out of the question. I shall spend time with the sick in order of their medical needs, not your worldly needs. Ладно. Так, подожди, я хотел бы с ней поболтать до того, как вы уедете. Ну, чуваки. Подожди, куда ты побежал? Где она-то? Она где? Ну, скотина, а. Ладно. Я бы с вами. Так, мне чё, мне дал рецепт, что ли? Так, походь, мне надо... Во-первых, мне надо чё? Мне надо найти бы... Заняться алхимией. Давай займемся алхимией. Так, чё, значит, сумма, помощь, песочные часы, мехи и что такое. Сумма. Так, оружие, уголь, пещера. Подожди, песочные часы, сумма, помощь. Спасительный шнапс. Подожди, что? Я могу это делать? Ничего себе.
Кто всего зелья выпьет, тот сохранит свою игру и свою душу. А ежели смерть его настигнет, из мертвых сможет он возродиться. Блин, жесть, могу это делать. ВХСские зелья. Рецепт для вселенного зелья, который должен исцелить заболевание. Ага. Значит, аква, уголь есть, валерьяна и 2 чертополоха. Хорошо. Чертополох у меня есть, нету, и валерьяна нету. Так, мне надо выйти. Ага, значит, открыть. Давай. Это могу... Спасибо. Так, значит, помощь. Тут вроде он готовка авто есть, нет? Колыбельные зелья, смотри. Кто глаза сомкнуть не сможет рискнуть ранее насыпить желает, тот пустит снабель. Тоже, кстати, неплохо надо сделать. Так, давай, значит, готовим. Что? Ага, вода, аква, используем. Сделали. Дальше мы делаем что? Уголь. Уголь используем. Так, валерьяна. Спиртное, песочный. Валерьяна. И 2 чертополоха. Один. Блин. Не, подожди. 1. Подожди. Алхимия, я понял. Читать. А что там, блин, не вижу. Приготовить чистую воду. Горсть валерьяны, 2 горсти чертополоха и немного угля. Брось чертополох в котелок и кипяти в течение 2 оборотов. Так, ладно, очистить тогда. Я что-то думал. Так, значит, вода. Делаем воду. Готово. Блин, алхимия классная здесь, не то что в Скайриме. Значит, чистую воду, горсть валерьянди. Брось чертополох в котелок. И кипяти в течение 2 оборотов. Потом добавь валерьяну и кипяти в течение 1 оборота. Добавь, дай отвару остыть. В самом конце добавь уголь, но не кипяти. Значит, подожди, у меня что, нету теперь этого чертополоха, что ли? Блин, это я что, все всрал, что ли? Я не хотел. Капец, я не очень такой, блин, а что делать? Крапива.
А где ты это все рвешь? Ты же должен где-то это все рвать. Это кто такая? Лошадь. Нормально. Я думал, мне сивку помыли. Так. Где-то же должен здесь быть какой-то, нет? Одуванчики тут всякие. Блин, ну тут вообще не очень прикольно получилось. А, вот дерьмо-то. Подожди, стой, а куда делся все это? Что ты мне наваливаешься? Я же не кидал туда валерьяна-то. Она тоже куда-то делась. И чертополох у меня, я не понял. А, мне типа выбрать, что ли, надо? Ну, ё-моё, а. Вот вы прям придумали тоже, а. Приготовить. Да, вот оно все появляется, я понял. Так, вода. Ну, блин. Впервые делаю. Так. Вода есть. Значит, чертополох в котелок. Чертополоха у нас 2, да? 2 же? Да, 2 чертополоха и 1 валерьяна. Так. Значит, 1. Туда его. 2. Туда его. Песочные часы. Оп. И мы начинаем его... Мы начинаем его... Так, подожди, выключить. Сука. Я поддуваю, что ли, получается? Так, ладно, давай очистим. Потому что сейчас у нас получилось какое-то дело. Стол уже готов для снадобья. К новому рецепту читать. Я не понимаю, это сложно для меня, бля. Ладно, давай загрузим, потому что это все зашквар.
Я в натуре и... До свидания. Так. Угу. Ты еще не осмотрел. Сделаем это потом. You're not. No. What? Oh, yes. Is there anything I can do to help? When I was little, my father got trampled on by a horse, and an old hag from the village gave him some kind of purple herbs. And do you remember what the herbs? I don't. But they're supposed to be the whole cursed knowledge of the world. I'll try to find... Thank you. Huh? You look up... These wounds have been well taken care of. He'll be able to get out of this on his own. He just needs to sleep. He's not real. He just needs to sleep. Philip, from Skalitz. What's wrong with that man by the altar? He doesn't look wounded, but he's really pale and doesn't react at all. He had a broken leg. A bad one. The bone had come right through the skin. We tried to straighten it, but I don't know if we did it right. I'm not holding out much hope for him. I've seen folk in that state before, and it didn't end well. My God, there has to be something we can do. And what do you suggest? The monks won't help, and I don't know anyone else who can. Well, I can try. I'll straighten his leg. You? Unfortunately, I've had occasion to try this sort of thing before. You have to place the bones as precisely as you can next to each other. It's hard, but you have to ignore any screams of pain. That's the only way to help him. Well, fine. Try it then. One of the sick men, Semek, is complaining about pain and the fact he can't work. He says he... Semek? Is he one of our people? No, he's a construction worker. He's bruised and confined to... Henry, for God's sake, our neighbours are dying here. Your friends. There isn't time to waste on some construction worker's bruises. Oh, honestly, what were you thinking? Listen, all I need to find out is the name of a herb. Then go and look it up in a book. You've got your own herbarium, haven't you? What happened to Philip? Poor man. There was nothing wrong with him, and now he's getting worse every day. But do you know why? Maybe. He didn't run away from Skalitz, you see. He hid for days, among the corpses. If he got poisoned... But what can we do? Us? Nothing. Only Father Simon might have been able to save him. He knew a lot about poisons. And where is he? You know he left Skalitz years ago. And does anyone know where he ended up? If you believe the stories about a wild man in the woods, then Rovnar is the place to go. God bless. Ну, пойдем ему ногу вправлять. Тебе, что ли, нет? Кому? Тебе, что ли? Хана тебе, мужик. Are you holding him firmly? Aye. Done. Are you serious? Ну ладно, допустим. Все, давай с тобой теперь. Сейчас я засейвлюсь прямо перед этим. Потому что
You're the one who's in charge of the... Все-таки алхимия здесь достаточно такая. Так, давай про все спросим сразу, чтобы... Thank you. Do you... Well, he mentioned... Herbs. Oh, purple herbs that should have... I couldn't tell you off the top of my head, but you can have a look in the herbarium. How about... And so... Thanks. You're... Yes. Tell... No. Yes, there's... And they've... What a... Yes. Yes, I... So, where shall we... Evidently there's something amiss in the... In the what? The digest... the trouble... Ага. We... Up... Так, не, подожди, я же знаю уже, я же тебе сказал. Алло. Я знаю, ну... Чё ты какой? Ладно, давай почитаем. Вот оно. Где оно? Нет, вот оно. Отравление, плюс через лихорадку. Вот, все, я его прочитал. Понял? Где ты? Как ты это делаешь, блядь? I think I have it. Я знаю, чем они болеют. It's poisoning. Отравление воды. Really? I could help with that. Really? Yes. I'll get... Merhoy. Oh. Thank you. Good luck. And to you, Henry. Все, и сейчас мы засейвимся. Тут уже сейвы закончились, ну ладно. Так, открыть, берем все и пытаемся это делать заново. Заняться алхимией. Значит, читаем. Готовим. Вода. Заходит. Чертополох. Одна штука. И вторая штука. Теперь чертополох, котелок, в течение 2 оборотов. Так, зажигаем. Сумма это как ее... Ага. Погнали. Подпаливаем чутка. Переворачиваем. Так, ну я думаю, в принципе, все. Но оно все еще кипятится. Добавляем валерьяны. И кипятим еще в течение... Добавляем. Жмем и песочные часы. Ну, я думаю, оно зашло. И в конце добавим уголь, но не кипятим. Даем отвару остыть.
Остыл. Добавляем уголь, но не кипятим. На которые обращаются другие ингредиенты. Так, и чё? Ступка, тарелка. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Дальше чё? Чё дальше-то? Очистить. Приготовить лекарство. Все. Изи. Изи. Ну, мне кажется, это все зашквар. Так, маг... не хватает. Чертополох, маг и вороний глаз. Что мне не хватает? Вороний глаз есть. Маг есть. А вот чертополоха уже нет, да? Кусок говна. Ладно. Хорошо, я запомнил это. Так, надо собрать этому еще повязок. Пять, 6, 7, 8. Еще 2 повязанки. Где б мне надыбать-то, а? Где б мне надыбать-то еще 2 повязанки? Вот одна. Тут что у нас? Ну, еще 2 повязанки. Я украл, да? Еще одна повязанка. Так, держи. What? I have the bandages. Wonderful. Could you tell Brother Nicodemus? I can do it myself. I thought you were a blacksmith. A long time ago. But unfortunately, I've had to learn a thing or two about the art of medicine since then. Well, fine then. Oh, it's you. How are you feeling? Good. It feels clean. Hope it helps. It will.
Tell them to rebandage you daily. You have the bandages here. Thank you very much, Henry. Don't mention it. Ну вот, уже двоим помогли. Yeah? Where? What's happening? Hopefully I have what you need. Нет, у меня нет. Так, тебе надо... Мне что-то плохо нет, прикинь, чувак. Вот нету. Был бы, я бы сделал. Но нету. Поэтому в другой раз. Все, я сделал зелье, погнали отдавать его тогда челикам. Туда. Конечно, суровая алхимия. Что здесь магии нет? То я б с ума сошел, наверное, кастовать что-нибудь тут. Наверное, в микрофон надо было что-нибудь говорить. Знаю брата Никодима, его положение. Где Никодим? Никодим, вы где? Подожди, меня бета отмечает, хотя бы его нет. Да, отмечают. Так, надо фонарик включить, что ли? Он здесь, я как понимаю, да? So, here I am. How are things looking? It doesn't look good at all, my boy. Do you have the potion? Yes, here it is. I'll take 4 doses, you take the rest, and let's split up. I'll see to the Straw family, while you deal with Melikar's wife and the rest. They wouldn't let me go near that prisoner. They want him to suffer. Despite his terrible crimes, to treat a fellow mortal soul like that. Perhaps I'll be able to convince them. I promised I'd bring them help, and I've kept my word. They must let me go to him. I hope so, but in the short while I've been here, I've found the locals to be rather stubborn. Такс, мне надо кому отдать-то их. Получается. Поговори с Мелихаром, дай лекарство больным. Это мне по всем вот этим домам, что ли, сейчас топать надо? Хорошо. I could do with a bite to eat. God be with you. We found out what could be the cause of the affliction. And? You should check where your water's coming from. Nicodemus and I think that it comes down to poisoning. It'd be hard to poison the spring, but what about the well? Good Lord, that's difficult to believe. I have my suspicions. The bastards weren't satisfied with killing young Straw. The fucking bastards! I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Да все нормально будет. I could do with a bite to eat. Ибо бесит уже. Тебе надо что ли давать? Я понял тебя. Я тебя понял, все. Тут никого нет. И не было. И никогда не будет. Так, здесь, по-моему, был, да, кто-то? Нет?
наваливают, по-моему. Ладно. То пленного, небось, терегут. Вот здесь по-любому были, да? Да, здесь вот были. You're back? Of course. I always keep my word. I don't doubt that, naturally. Did you deliver my will? It lies securely in the safekeeping of Father Fabian. What a relief. Don't worry, I brought a remedy from Sasau. Drink this regularly, you and everyone in the house. A remedy? You have hands of gold, pure gold, my boy. God bless you. Так. Неплохо. Тут вроде больше никого нету, да? Тут никого больше нет. Где еще-то кто? Я же вот эти не вспомню сейчас никак. Ну то и... Стерли крест, да. Там же умер чел. Да. Так, этим я дал. Ну, осталось только Вот он. Получается-то, да? God be with you, good sir. I brought some help, as promised. Will you let me see the prisoner? I will let you, I will. Of course I will. My boy, if you've really brought a potion to rid us of this scourge, I'll let you do anything. Whether I've managed to rid you of the scourge, that remains to be seen. It'll take a few days before we know whether the potion worked. I know, but even so, just the fact that someone cares, that means a lot to us. Don't fret about that, Melikar. A thing like that would have scared anybody. Just take care of, what is your wife's name? Hannah. So, take good care of her. Now open up that shed. Было бы клево, если бы сейчас написали, что она Ханна. Подожди, это не... ну все равно. Жаль. Ладно. Ханна Соло. Are you serious? Now let's wait and see what happens. Make it stop! Punish? For what? Просто мне вот интересно. Поэтому я это делаю. Тут же его вещи, по идее, лежат. Нет. Не его. Жаль, ну ладно. Так, а я всем дал-то, нет? Кому мне еще-то надо? Здесь не дали лекарства больным. Я обещал старику Соломе, что вылечу его жену. Брат Никодим попросил меня помочь распределить лекарства. Мне нужно обойти все отмеченные дома. Солома. Ну он же сказал, что он займется соломой, не? Разве не так? Разве я ошибаюсь? Дядь. Don't speak to me.
Ну чё, чувак, я вроде отнес. Или еще нет? Блин, а кому же я еще не отнес? Вот на этой стороне уже все. Там дальше нет домов. Сюда, если пойти, есть дома. И сюда, если пойти, нет домов. А, вот это тут что? А, вот еще, да? Да. Вот этот я еще пропустил. Даник. Brother, is that you? We have to hitch up the sled. Yes, the sled. Just you drink this and you'll be fine. Is this holy water, brother? It is. Drink some and give it to the others in the house too. Brother Nicodemus will come to check on you. Так. И это еще не все. Господи, я уже даже не знаю, где еще от кого найти. Это, по-моему, сарай, а не дом. Алло. Я понял тебя. Ты только тут не рухнет где-нибудь, хорошо? Так, это да, это сарай, а не дом. Здесь... Ага. Но если только с этой стороны дать... А, вот смотри, появилась. Подожди. Открыть. You're back? Давай тебе дам. Yes, and I have something to make you well again. Good Lord above. Thank you for showing us your mercy. Drink this and give it to everyone in the house. I've also brought someone who will take care of you until you get back on your feet. Thank you, Good Samaritan. И опять еще не все. Да ладно. Я в принципе не понимаю. Ну вот этот давай дом посмотрим. А хотя это даже... А, нет, это дом. Этому дать, что ли, ты? Ты как вообще себя чувствуешь-то? Ну в этом доме нет креста. На час, ну вообще, видишь, что есть. Все, отстань. Отстань от меня, сказал. Блядь, тут болото. Болото есть. Ну хотя это вода. Да нет, это не воздух, это не воздух. Нет, вообще не воздух. Это вода. Вот эту воду они как раз, наверное, отравили. Так. How are you, Henry? Нормально все. Подожди, это кто был? Дядь, ты кто? Дозорный. God save you. Так, вот чей дом? Это дом, по-моему, да, это... А, нет, стоп, чей это дом-то? А, ну да, это дом Мелиха, я им дал все. Ну все, что ли? Вроде бы все. Никодим. Никотин. Негодяй. Все. Я сделал. Ну что ж ты меня это самое? Я не знаю, где еще. Кто еще? Тут никого нет. Ей, что ли, если только дать? Все. Вот это вот. Как у тебя должен докататься? Как? Пока ситуация не прояснится. Че у меня тут по голоду? Давай поедим маленько. Так. Б, это что за Б такое?
God be with you, good sir. Это типа такая вариация, что если я неправильно сделал, то они все умрут, а если правильно, то выживут. Блин, если так, то это вообще клево. Это по-любому отрава, по-любому. Ну, только вот, конечно, воздух или вода. Мне кажется, это вода. Потому что, ну, считай, животные пили из этого ручья. Ну, там вот это вот болото. Они, считай, там колодец, считай, оно что все связано. Проверить разбойника. Пойдем, проверим. Welcome back to the land of the living. Who are you? That's not your concern. I'm the one asking questions here. A man after my own heart. You'll have an easy job with me, boy. How so? I won't give you any problems. That's sensible of you. I'm a sensible man. Only I'd like to get it over quick and not keep the Rattay executioner busy too long, if you catch my drift. I understand. What do you want to know? Everything. First, tell me who's behind all this. Who do you follow? I follow the coin, lad. We all do. That's not news to me, but who pays the coin? I got my pay from Runt, like all the men in Pribyslavitz. And Runt got his money from the chief, and the chief had the coin minted. Who's the chief? The bandit leader? Bandit? If he heard you say that, he'd have your head on a spike. That's the kind of man he is. Nobody knows much about him, though. Only that he ain't Czech. So he's a foreigner? German? Don't think so. For sure he ain't Czech. And he's got plenty of coin. I'd stake my neck on it. He's got noble blood in his veins. Judging by how he looks? More by the way he talks. Any man can dress up like nobility, but he spoke all la-di-da, like a lord. Пан. Это не... Вот, блин. Ладно, не буду пока ничего говорить, но есть у меня некоторые догадки. Where's that chief of yours now? I've no idea. After Pribyslavitz, he ordered us to raid Merhoyed, but he wasn't with us. He went off who knows where. I don't reckon he'll be out of your hair for long, though. So the chief is in command of all these operations? You could say. I'd say you're looking at it all wrong, though. How's that? You ask who's in charge and who answers to whom, only this ain't some noble court. There was all sorts of gangs in Pribyslavitz, big and small. Robber barons who had their own brigades calling them my lord, and common footpads who hadn't a pot to piss in. Men came, men went. Lots of squabbles, the occasional murder. Old cronies and old rivals were meeting. You know what I mean? I suppose so. It was one big muddle. The main thing was nobody asked questions. I didn't give a damn who the chief was or what he had in mind or whether he had one ball or two. All I was interested in was the coin. Uh-huh. How did you know about Pribyslavitz? Who took you there? A fellow by the name of Moorcock. We met near Kuttenberg. I was robbing burghers who were fleeing the town from Sigismund's army. We got to talking and he told me about Pribyslavitz. Why did you attack Merhoyed? The chief himself gave us the order. I reckon he wanted to show the local lords he was nowhere near finished. So he's planning more raids?
The chief's always planning something. Pribyslavitz was only the start. So you knew the coin was counterfeit? Course I did. I brought those groschen to Pribyslavitz, along with a few other things. Did you? And where did the forgeries come from? Like, where were they made? I don't know. Some merchant by the name of Menhart gave them to me. We used to meet at the charcoal piles near Rovna, by the crossroads there. As it happens, I'm supposed to be meeting him there about now. So Menhart's waiting there? Might be, might not. He could have heard what happened in Pribyslavitz and decided not to show. And does this Menhart know where the coin comes from? How should I know? To me, he's just another link in the chain. I deal with him, and I never ask who he deals with. Just like he knows nothing about me. I see. So I suppose there's no point asking you if you know any more about him. It'd be a waste of breath. All he did was give me the coin, and then we went our separate ways. You said you used to bring other things. What were they? Letters. Menhart would give them to me for the chief. This time I was taking an answer back to Menhart too. Have you still got that letter? Aye. The yokels round here ain't got much interest in correspondence, apparently. Give it to me then. I'd be delighted. What were the letters about? If I knew how to read, I wouldn't be trusted to carry letters, would I? I took them from Menhart to the chief and back. That's all. Who else knows about the money? Apart from the chief, Menhart, Runt and me, there was a few others. The men got some real money too with the false stuff. It'd be suspicious if they only had freshly minted coin. That's all I need to know for now. For now, for the love of Christ, boy, don't let the executioner interrogate me. I've already told you everything I know. Ну, вообще не нам это, конечно, решать. Но я скажу, не, вообще он, в принципе, неплох. Ну, типа, ну, он все рассказал, он дал нам цепочку. Ну, я скажу, типа. I'll do my best to see you get a quick end. Henry! I think old Straw's come for the brigand! Step back from that Eden, young fella! But you can't kill me! Not just like that! Shut the fuck up, you weasel, and keep it fucking shut! You don't even get a say! Calm down, Straw. He won't escape justice. After all, he's... Don't stand in my way, Melikar! Let Henry decide. He's the one who saved his life. Не, ну он одержим местью, типа, понятное дело. Нам нельзя ему давать, типа. He's coming with me. He's Sir Radzig's prisoner, and only Sir Radzig has the right to decide if he lives or dies. I don't give a fuck about you, or Sir Radzig fucking Kabila! That bastard killed my boy, and I'm gonna kill him! You'll have to deal with me first. Нормально, да? Да блин, еще не видать нифига. Да хватит ты меня в клинч-то брать, скотина. Ты смотри, вот он меня вообще из клинча не пускает. А можно я буду там, не знаю, атаки отбивать его хотя бы? Пойдем на улицу, тварь, я тебя не вижу.
What are you doing with him? I'll kill him! What's that young fellow up to? He's not helping that bastard. What's that young fellow up to? Let him swing, the bastard! Drag the horse that out. That's him. Let him swing, the bastard! Это я сделал или он? Нет. Нет, это он все-таки делал. We should drag that horse What out. are you doing with him? Where is he? Where's Give that us the murdering bastard, cat? Melikon. Where is he? Where's that murdering cunt? Bugger! Where are you keeping him? Let him swing the Да блин, бесишь ты меня уже в клинч брать. Тварь. Я вот не умею так делать, понял? Честно, на натуре не научился даже до сих пор. Не знаю, как это делать. Give us that bastard, Melikon. Он что, умер, что ли? А, без сознания. Так, что делать-то дальше будем? What are you doing? Greetings, Henry. That godless horse and... You'll learn what... Вообще, по идее, на этом пути, да, если бы, ну, мне кажется, все-таки должны знать, что я его как бы везу, да, на меня напасть должны. Вроде бы как. Но что-то нет. Так, в общем, мы его отвезли. Ладно, я думаю, на этом... О, еще и засейвили как раз. Ну все, тогда я на этом заканчиваю. Тогда дальше пойдем уже искать того гиганта. Надо бы еще... Что такое? Фига, он там засел. Еще надо бы с ними поболтать насчет этой фигни, тогда заскочим. Все, он недалеко. И тогда узнаем. Ну, вроде бы, как бы этот же выжил, да? То есть, значит, я все-таки верный диагноз поставил. Ладно, в общем, всем спасибо за просмотр, всем удачи.